Друзья, всем привет! Меня зовут Владимир, и мы продолжаем автопробег по Евросоюзу. В этой части, 4-й по счету, покажу Брюссель и расскажу о некоторых занимательных фактах, о которых вы и не знали. Зайдем в пивоварню, так как тема пива проходит толстой линией во всех моих видео. А когда мы выйдем за пределы столицы, прокатимся по замкам, которых в Бельгии огромное количество. Уже сейчас, перейдя на мой YouTube канал, вы найдете плейлисты по Доминикане и Кубе. Наливайте пивка, и мы начинаем. Утро в Брюсселе. Наш номерок. Наш отель. Пошли гулять. Сердцем города является площадь Гранд-Плас или Грота-Марк. О ней не говорил только ленивый. Ее окружают дома 17 века. Каждый дом имеет свое название, и каждый дом принадлежал когда-то определенной гильдии. Ратуша была возведена в 15 веке. Это единственное уцелевшее с тех времен здание на Гранд-Плас. Радует, что оно не наводил, почти. Интересный факт, оно несимметричное. Изначально была построена только левая часть, 10 окон. Затем к ней достроили более короткое, 7 окон. Напротив ратуши возвышается дом короля, где, несмотря на название, никогда не жил ни один король. Каждые 2 года, начиная с 1971, 15 августа, в течение нескольких дней создается огромный ковер из миллионов разноцветных бегоний. Брюссель является родиной комиксов. Это видно по стенам домов по всему городу. Наиболее известные из них собраны в путеводителе Comic Strip Road. Делириум кафе, самый большой выбор пива. Зайти надо! Существует термин «брюсселизация». Он означает хаотичный подход к реконструкции городов, при которой происходит неконтролируемый массовый снос исторической застройки, замещаемый современными зданиями. Брюссель не так сильно пострадал во время войны 20 века, а массовое уничтожение исторических зданий началось уже в 50-х годах прошлого века руками самих жителей города. У брюсселизации есть несколько отличительных черт. Во-первых, ситуацию вокруг квартала под снос обычно организовывают так, чтобы жители сами добровольно покинули свои дома. Заброшенные здания не трогают, они постепенно сами начинают разрушаться, причем процесс может длиться не 1 год. И что самое интересное, когда на этом месте будет построено и что будет построено, держится в строгой тайне. Сегодня понедельник 2019 года, 19 августа. Все пивоварни закрыты. Вот я пришел в Бразери Кантильон, тоже закрыто. Расписание не знаю. Музей Мгёза. Ладно, пойдем дальше. Вот еще одна пивоварня Ля Эрмитаж. Открыли 3 брюссельца в 2017 году. Это бывшее здание табачной фабрики. Ну вот зашли мы и сказали в 5 часов она уже закрывается. Я так понял, что это вот это. Вот куда еще советуют зайти, так это бар Модерламбек.
Более 50 сосков. Я попросил у него один ламбик, один гиос. Значит, он мне сказал, гиос вот это Кантильон за 5 евро, это маленький. И ламбик. Я так понял, что это будет либо вот этот мамуш или море драв. Это гиос Кантильон. Это Magic ламбик. В общем, ламбик бутылируем, выдерживается в бочках, а гиос включается при ферментации пузырьками. Это гиос. Вообще не впечатлил кисляк. Ну, конечно, любитель, но это прям свежак, как мне объяснили. Но это не мое, ребята. А вот это... Это малина. Смешанный с шампанским. Тоже не мое. Придется забивать везде по 5 градусов. Поехали дальше. Настоящий ламбик производится только в Бельгии, недалеко от Брюсселя, на берегах реки Сены, с ее специфическим микробиологическим климатом. То есть воссоздать настоящий ламбик в других местах не получится. Incinerate back up. So how's our love? Is it enough? And don't you wish you chose the sun? 'Cause now you can't incinerate back. Can't incinerate. No, you can't incinerate back up. So how's our love? Is it enough? And don't you wish you chose the sun? 'Cause now you can't send rain. No, you can't send rain back up. No, 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 you can't send rain. No, you can't send rain. So when the heavens start to flood, get an umbrella or a hood. Hide in your house or your car, but understand you won't get very far. So I'm sorry in advance, I ruined the plans. Just say you don't regret it. Said I'm sorry in advance, I wrecked all your plans. At least you won't forget. Now you can't. Когда я читал про то, что вот какая погода в Бельгии, я не поверил, что такое может быть. Солнце, хлоп, тучки, дождь, хлоп, солнце. Как выходить, в чем гулять, как Питер, а это август, между прочим. Жалко, я выключил, прошло 2 минуты. Вот дождь видели, сейчас нету. Сейчас на ваших глазах это произошло. Это прошло 10 минут. Ну вот этот собор. Высыпа. 8 оборотов. Нормально. Там стол есть. У Катюнечки сегодня день рождения. Вот делал ей подарок. Вожу ее по Брюсселю на машине. Везу показать Европарламент. Вот это Европарламент.
Здесь решаются судьбы европейских государств. Ну-ка, поближе. Поближе. Вот оно. Вот оно. Ух ты, пока. Вот оно. Вот Европарламент, ребят. Вот Евросоюз. Чего? Нельзя ступить, наверное, да? Не знаю, выйти можно. Да. Да остановись на ворите. Ищу, почему я оставил Атомиум на последний день, даже не на день, а просто на выезд. Понятное дело, что это одна из главных достопримечательностей Брюсселя, но, во-первых, Атомиум расположен на отшибе Брюсселя. Это надо будет потратить полчаса, чтобы добраться на метро, потом плюс идти от метро, потом еще возвращаться. Второе – очереди. Третье – посмотрел много видео и понял, что внутри этих шаров абсолютно ничего интересного. Возможно, в 58-м это было круто, но не сейчас. Четвертое – виды с обзорной площадки. Они никакие. И что вокруг него довольно унылый район. Можно, конечно, прогуляться, но пятое – это ценник. Можно взять билет на мини-Европу плюс Атомиум. Это выйдет примерно 29 евро. Если вы будете брать по отдельности, то Атомиум будет 14 евро, мини-Европа 16,50. Мы подъехали, сфоткались и поехали в сторону Брюгге. Въезжаем в город Меле. Едем на пивоварню, которую основал Леон Хёге в 1908-1906 году. Вот здесь вот выпускается их знаменитый розовый слон. Вообще он называется Delirium Tremens. Латинское обозначение белой горячки. Хотел попробовать пиво вот это Delirium Tremens в самой пивоварне. Вот он, я так понял, дегустационный зал. Ну, типа того, наверное, не знаю. Но если будет закрыто, купим в магазине. Все равно у него дображивает в бутылках все пиво, оно отличное. Но это понятно, Браухаус Хёге. Кстати, льется пиво с 1989 года. И такое популярное, да, это музеум. И закрыто, как всегда. Как всегда. Ладно, зашли в соседний магазин родной. Пожалуйста, пивко по 1,85, 1,70. Вообще шикарно. Взяли все 4 вида. Катюня взяла только Крик. Любит только Крик. I'm not alcoholic. Погода замечательная, до заселения в Брюгге у нас было полно времени, и мы решили прокатиться по замкам. Inside the storm, like the eye of the pyramid, I know everything ahead. I'm in the hunt, don't you forget. Gotta work for it, every day work for it. Gotta work for it, every day work for it. I stand alone, can't get much higher. Survivor, I stand alone. I keep
Try to steal like a parasite, but they can't take away the fight. Cause I've been wise as a bitter kid, live my life hanging up the grid. No, I ain't never ever gonna quit. Gotta work for it, every day work for it. Gotta work for it, every day work for it. I stand alone, can't get much higher. It's in my bones, love true survivor. I stand alone, I keep on rising up to the throne. I won't stop fighting, 'cause I stand alone. Gotta work for it, every day you work for it. Gotta work for it, every day you work for it. I stand alone, it's in my bones. I stand Ну, на этом пауза. Дальше Брюгге. Если бы я оставил в эту серию, я думаю, она получилась бы далеко за 20 минут. Вы мне так и не написали, какой формат лучше. Я просто смотрю у заслуженных блогеров, у них и по часу, и по 45 минут. И люди смотрят, я понимаю, что это надо заслужить. Мои подписчики, мои друзья говорят, что лучше заходит от 10 до 15 минут. Напишите в комментариях. И не забудьте подписаться, кто еще не подписан. Жмите на колокольчик, чтобы не пропустить мои дальнейшие видео. Ставьте лайки. Также пишите комментарии. Спрашивайте, не стесняйтесь. Может, вам что-то интересное. Я с удовольствием отвечу на все ваши вопросы. Увидимся через неделю. Пока.